Всем привет! Вас приветствует YouTube канал The Rux Models. Канал о коллекционировании масштабных моделей и истории создания легкового грузового общественного транспорта. Этот ролик посвящен одному из самых элитных и редких автобусов СССР ЗИЛ-118 «Юность». В конце 1950-х годов в СССР возникла потребность в современном автобусе для обслуживания делегаций, интуристов и творческих коллективов. На заводе имени Лихачева ЗИЛ в Москве группа молодых инженеров во главе с Николаем Гринчаром начала работу над проектом. За дизайн автобуса отвечал Эрик Владимирович Сабо. Разработка автобуса велась не по официальному заказу, а инициативно, в свободное от основной работы время. В качестве основы взяли лимузин ЗИЛ-111, использовали раму, элементы подвески и трансмиссии. Двигатель V8 от ЗИЛ-130, около 150 лошадиных сил, автоматическая коробка передач от лимузина. Автобус был просторным, на 17 пассажирских мест. Длина кузова составляла порядка 6,8 метра. Всего было произведено около 20 экземпляров базовой версии, с учетом всех модификаций до 86 штук. Каждый автомобиль почти ручной сборки, с индивидуальными элементами. Сохранившиеся экземпляры на сегодня – это музейные и коллекционные редкости в Москве, Киеве и частных коллекциях. Также автобус ЗИЛ-118 «Юность» встречался в эпизодах фильмов, таких как «Заячий заповедник». И мне очень странно, что прочие спят. И мне непонятно, зачем говорят «Утро вечера мудренее». Каждую полночь 12:00, независимо с кем или где я, меня поражает, как резкая боль, очередная идея. Развлечения для старичков. 8-й пошел. Скорость 30, 50, 70. Соло для слона с оркестром. Опасный возраст. Спасибо. До свидания. Лилия Ивановна, я подожду. Боже, сохрани. Ни в коем случае. До свидания. И черт с нами. В 1967 году ЗИЛ-118 «Юность» был представлен на престижном автобусном салоне во Франции, в Ницце. По итогу автобус получил 12 наград, в том числе серебряная медаль Французской Федерации кузовостроителей. ЗИЛ-118 был первым советским автобусом такого уровня, который демонстрировался на международной арене. Сразу после выставки в СССР приезжает Генри Форд-младший, внук легендарного автопроизводителя. Американец требует продать ЗИЛ-118 его компании со всеми чертежами и техническими документациями, но советское руководство отказывает Форду, намереваясь начать самим массовый выпуск «Юности». Этот автобус – настоящий пример амбициозной и необычной советской инженерии.
ставший не просто транспортом, но и символом творчества в условиях ограничений. Еще одна уникальность этого микроавтобуса, в чем заморочились инженеры завода ЗИЛ. Как вы думаете, где в этом автобусе расположены бензобаки? Горловины бензобаков были спрятаны за задними фарами автобуса, которые открывались и закрывались специальным ключом. ЗИЛ-118 уникален с точки зрения дизайна, техники, функциональности и культурного значения. Он был одновременно автобусом, лимузином и медицинским транспортом, опередившим свое время и ставшим символом ретро-элитности СССР. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И до новых встреч!